Ну что, новый обзор. Маркера от легендарной фирмы Крилон. Хром и золото. Брал в Леонардо, что-то стоили в районе 700 рублей за штуку. Ну, потому что экспорт в России, не знаю, сколько стоит за рубежом. Попробуем, как тегает. Напоминает обычный пейнт. Напоминает обычный пейнт, только со скошенным пером. Да лучше потегали пошли, чем фоткаться так. Замажу вас, на кадрах не было. Короче, у меня был один золотой, два хромовых и один вот бронзовый маркер Крилон. Этот обзор я начал снимать в 2019, по-моему, году. И потом куда-то уехал в трип, маркеры остались в шкафу, и я про них просто забыл. Потому что очень много обзоров снимал на тот момент, особенно прям на энтузиазме. Короче, сейчас эти маркера нашел, решил доснять на них обзор. Но они уже немножко как перья, короче, высохли. И пишет, конечно, уже не фонтан, что хром, что золото. Я попытался реанимировать, расписать. Писать вроде пишет, хром вы видели, но, короче, одно нормальное перо осталось не пропитанное вот в бронзе. Так что начну с бронзы, а потом это перо буду переставлять просто в другие маркера. Сейчас попробуем. Будет ли вообще бронза работать или нет, но она вообще запакованная, работать должна. Вот перо новенькое. Хорошо потрясем, что маркер давно лежал, и попробуем. Перо только острое, аж больно, когда вот так пропитываешь, твердая прям жесть.
А формуха. А я такой, как будто с веревки вот так вот. Опа. Вот так вот сверху вниз. А Бук сверху говорит, давай, давай, потяни трос. Опа. Опа. Вот так вот. И здесь с веревки еще вот так вот за командой сделал. Огромный с валика. Опа. Опа. Жир. Вот так вот формуху испортили. Елозит. Да. А вообще за имена напишу. Плохо пишется этот маркер. Вообще не понравился. Может там твистер и синт выдавали с них какую-то базу в олдскульные времена.
Сейчас крилончик не очень справляется. Все, пора мне перо менять. Блин, колпачок, нашел. Колпачок потерял, прикинь. Или нашел. Поставлю, короче, с этого маркера перо на хром. Ну что, отсюда перо поставим сюда. Пока пишется этим еще. Но хром начинает проявляться. делаешь? Он говорит, а что, не видишь, рисую. Он ему типа сразу это...
Хорошо писать начал. Прям золото прям прикольно светящееся, но из-за того, что перья высохли, пишет, конечно, не очень. Перо вообще нажалось, запало. Это Воронеж мафия, пацан. Уеби мечом по куску. Пишет странно. Это маслом покрыто. Маркер только испортили. Ну что, всем привет, рубрика «Обзор в горах» продолжается. Обзоры в горах от Векмана, я бы сказал так. Что, потегал маркерами фирмы Крилон. Хром золото со скошенным пером. Ну, на самом деле, из-за экспорта, наверное, я не знаю, сколько они стоят где-нибудь в Европе или в Америке. В России они стоят в районе 700 рублей, там 10 долларов. Это на самом деле очень много, и можно купить много маркеров, которые будут писать гораздо лучше. Хром пишет неплохо, в принципе. Но, конечно, это дорого, и я как бы взял только потому, что фирма Крилон. Мне захотелось попробовать. Это все равно как бы часть граффити истории. Ну, все пользовались банками Крилон, даже я ими рисовал. Поэтому я когда увидел эти маркера, сразу захотел. И вот брал их несколько лет назад, и они лежали у меня в коробку, ну, запакованные. Я хотел их сохранить, но вот решил снять на них обзор, как бы, и вот потратил. Главный минус, на мой взгляд, этих маркеров, то, что у них засыхают перья. Вот золотой маркер открытый полежал у меня там, скажем, несколько месяцев, и перо засохло, как бы, и оно мажет краской, как бы, пишет намного хуже, чем если оно новое.
Хром я прямо распаковал новый, и как бы он пишет пока хорошо, и пишет, ну, по многим поверхностям нормально, как бы со скошенного пера, вообще прикольно получается им тегать, он удобный, как бы, ну, прикольный металлический маркер, и как бы, ну, тегать прикольно, но главное потратить его, пока он не засох. Ну, это, конечно, небольшая проблема, но золото я вот хотел оставить себе, ну, просто потому что прикольный маркер, мне нравится дизайн, и как бы... Но он подсох, и поэтому пишет намного хуже. Я думаю, вы сами могли обратить внимание, что золото пишет похуже, чем серебро, хотя изначально они писали одинаково. Поэтому, если попадется такой маркер и возьмете, то тратьте, пока не засох. Да вообще тратьте все маркера, пока они не засохли, вы берете их для того, чтобы тегать. Ну, такой обзор. Два маркера я пока крутить не научился одновременно. На разных пальцах. Всем йоу!